Что объединяет одну гору, 3 страны и 170 километров пути? Конечно же, трек вокруг Монблана. Однажды мы натолкнулись на статью «10 самых красивых троп в мире», и идея пройти TMB глубоко засела нам в голову. И в сентябре 2020 года мы смогли осуществить задуманное. Итак, Тур де Монблан – это 170 километров живописных горных троп вокруг самой высокой вершины Альп, проходящих через Францию, Италию и Швейцарию. Маршрут проходит через 6 горных перевалов, и общий набор высоты и спусков аж 10 тысяч метров. На прохождение обычно уходит от 7 до 12 дней, в зависимости от подготовленности путешественника. Добавим ко всему этому непередаваемую атмосферу всеобщего сплочения перед единой целью – дойти до финального этапа. Если вы все же решились на этот подвиг, вот что вам нужно знать. На наш взгляд, трассу TMB может преодолеть любой здоровый человек средней физической подготовки. Тем не менее, чтобы дорога легче переносилась, лучше минимум за месяц начать тренировки, например, бег или базовые упражнения. Крайне важно подобрать правильное снаряжение, не только быть готовым ко всем погодным условиям, но и как можно меньше нагружать спину и ноги. А это значит не брать ничего лишнего, по возможности только легкое. Мы несли с собой палатку, и наши рюкзаки весили 9,7 килограммов с некоторым запасом еды. Так что взять кухонные весы и взвесить абсолютно все ваши вещи далеко не самая безумная идея. Тур с начала маршрута обошелся нам примерно в 850 евро на двоих. Особенно дорогой оказалась Швейцария, так что будет разумным закупиться едой заранее. А вот кемпинги оказались недорогими, в среднем 17 евро на двоих, один был даже бесплатным. Маршрут легко можно адаптировать под любые возможности и желания. Вы можете сэкономить и взять свою палатку, а можете облегчить свой рюкзак и ночевать в приютах, но это ударит по карману и нужно бронировать все заранее. Еда достаточно доступна на протяжении всего маршрута, даже в самых отдаленных уголках. Тем не менее, никто не мешает запастись провизией в магазинах, которые также доступны на маршруте. К примеру, мы несли с собой часть сублимированной еды. Это официальная карта маршрута, и обратите внимание на участки разного цвета. Почти каждый участок можно облегчить или усложнить в зависимости от желания или погоды. Начать можно также с любой точки, по часовой стрелке или против. Есть возможность пользоваться транспортом и канатными дорогами, чтобы сократить путь, схитрить или вернуться на тропу в случае ночевки вдали от основного маршрута. Маршрут лучше проходить с середины июня до середины сентября, и готовиться лучше к любым погодным условиям. Нам повезло, дождь был всего 3 дня из 11. Но в одну из ночей температура опустилась до +3. Пожалуй, это путешествие нам запомнится навсегда. Копирайтеры мы, конечно, так себе, поэтому очень сложно передать словами все впечатления и красоту гор и лесов. Но мне запомнился момент, когда мы только вышли на тропу, и вместе с нами шли все от мала до велика в каком-то всеобщем стремлении, переговариваясь на походные темы и обгоняя друг друга. И уж тем более непередаваемые ощущения ждали нас по завершению маршрута, когда мы еще смутно осознавали, что мы преодолели весь путь. Куда теперь-то идти? Мы планируем дальше выпуск нескольких частей про Монблан с эмоциями и впечатлениями.
а также специальный отдельный выпуск инструкции по прохождению маршрута. Так что оставайтесь на связи, подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем хайк!